Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний. А значит, пришло время узнать что-то новое и интересное. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по страницам классической литературы. Обещаю, скучно не будет. Мы попробуем взглянуть на известного всем персонажа глазами современного человека и, возможно, научимся у него чему-нибудь полезному. Да-да, вы не ослышались. Полезному. Кто бы мог подумать, что у героя, которого многие считают бесполезным прожигателем жизни, можно чему-то научиться. И попробуйте угадать, о ком же идет речь. Посмотрим. Итак, познакомьтесь с нашим героем. Молодой, красивый, богатый, настоящая мечта любой девушки на выданье. Ах да, еще и умный. По крайней мере, он сам так считает. Да и окружающие не спорят. Наш Дэнди – настоящий мастер производить впечатление. Если бы он жил сегодня, его нельзяграмм был бы полон фотографий из модных ресторанов, селфи на фоне дорогих автомобилей и философских цитат из классиков. Но давайте копнем глубже. Этот светский лев умел создавать свой образ не хуже современных пиар-менеджеров. Он знал, как выделиться в обществе и как заставить о себе говорить. Его внешний вид, манера общения, даже его показная скука – все работало на его имидж. Представьте себе, входит он в бальный зал, небрежно поправляя свой безупречно завязанный галстук, окидывает скучающим взглядом присутствующих дам, которые уже готовы упасть в обморок от восхищения, и зевает. Да-да, зевает, прикрывая рот изящной рукой в белоснежной перчатке. И что вы думаете? Эффект потрясающий. Все только и говорят о том, как он утончен, загадочен и не похож на других. Вот это я понимаю, мастерство. Чему же мы можем научиться у этого виртуоза самопрезентации? Во-первых, важности первого впечатления. Наш герой никогда не позволял себе выглядеть неопрятно или говорить невдопад. Даже если вы проснулись с ужасного похмелья после бурной ночи в клубе, простите, после великосветского бала, вы должны выглядеть так, словно только что сошли с обложки модного журнала. Во-вторых, умению создавать вокруг себя ореол загадочности. В век социальных сетей, когда люди выставляют на показ каждый свой шаг, это особенно ценно. Оставьте что-то для воображения окружающих. И в-третьих, искусству быть интересным собеседником. Наш герой умел слушать и вовремя вставить острое словцо. В наше время, когда все говорят и никто не слушает, это просто бесценное качество. Какая хорошая практика. Теперь давайте поговорим о тайм-менеджменте по-дворянски. О, это целая наука. Наш герой мог бы написать бестселлер на эту тему. Название, например, «Как ничего не делать и при этом все успевать». Звучит заманчиво, не правда ли? Итак, типичный день нашего героя. Проснуться в полдень. Ну а что, утро добрым не бывает. Неспешно позавтракать или уже пообедать. Почитать французский роман или английскую газету, чтобы быть в курсе последних сплетен. Простите, новостей. Написать пару писем, а вдруг кредиторы напомнят о себе. Съездить в театр. Надо же куда-то уйти. Поужинать в модном ресторане, потому что готовить дома – это так по-мещански. Посетить бал, ведь надо же где-то блеснуть новым фраком. И все это без суеты и нервотрепки. Как ему это удавалось? А секрет прост. Этот баловень судьбы не пытался втиснуть в свой день больше, чем нужно. Он знал цену своему времени и не тратил его на пустые занятия. Да, многие назвали бы его бездельником. Но разве не этому нас учит современная гуру тайм-менеджмента? Фокусируйтесь на главном, не распыляйтесь, найдите время для себя. Все это наш герой практиковал задолго до появления модных тренингов. Может быть, нам стоит брать с него пример? Хотя, конечно, не все могут позволить себе такой образ жизни. Увы, большинству из нас приходится работать, чтобы оплачивать счета.
Но мечтать никто не запрещает. Нецелесообразно, неэффективно. Теперь поговорим о нетворкинге по-дворянски. О, это целое искусство. Наш герой был настоящим мастером в деле заведения полезных знакомств. Его умение устанавливать нужные связи и поддерживать отношения было поистине удивительным. Если бы в XIX веке существовал YouTube, наш герой был бы там звездой первой величины. Но вот что интересно. Этот искушенный светский лев не стремился дружить со всеми вподряд. Он выбирал круг общения осознанно, понимая, что качество связей важнее их количества. В наше время, когда количество подписчиков в социальных сетях считается чуть ли не самым главным показателем успешности, этот подход кажется почти революционным. Чему же мы можем научиться у нашего героя в плане построения отношений? Во-первых, важности личного общения. В век смартфонов и мессенджеров мы забываем о силе личной встречи. А ведь именно так создаются самые крепкие связи. Во-вторых, умению слушать и запоминать. Этот галантный кавалер мог поддержать разговор на любую тему, потому что умел слушать и анализировать услышанное. И в-третьих, искусству быть интересным. Наш герой всегда был в курсе последних новостей, читал модные книги, посещал театры, одним словом, постоянно расширял свой кругозор. А вы, когда в последний раз читали что-то, кроме ленты ВК? Пора подумать о замене. Теперь давайте поговорим о финансовой грамотности нашего героя. Хотя, пожалуй, слово «грамотность» здесь не совсем уместно. Скорее уж безграмотность. Но и тут мы можем извлечь урок. Представьте, вы получаете огромное наследство. Что вы делаете? Вложите в акции, купите недвижимость, откройте свое дело. А вот наш герой решил просто жить на широкую ногу, не думая о завтрашнем дне. Балы, рестораны, карточные игры. Деньги утекали сквозь пальцы, как вода. И вот результат. Долги, заложенное имение, необходимость жить в деревне. О, ужас! Чему нас это учит? Во-первых, важности финансового планирования. Даже если у вас много денег, нужно уметь ими управлять. Во-вторых, опасности жизни непосредством. И в-третьих, необходимость иметь несколько источников дохода. Ведь никогда не знаешь, когда придется расплачиваться по счетам. Но давайте будем честны. Кто из нас не мечтал хоть раз пожить, как этот беззаботный повеса, не думая о завтрашнем дне? Может быть, его подход к деньгам – это не ошибка, а сознательный выбор в пользу жизни здесь и сейчас. Философский вопрос, не правда ли? Изучают. Теперь поговорим о культурном развитии нашего героя. О, тут он был на высоте. Настоящий человек своего времени. Он знал последние книжные новинки, разбирался в искусстве и следил за модой. В наше время он бы точно вел популярный блог о культуре и стиле жизни. Но что важно, этот образованный молодой человек не просто поглощал информацию, он ее обдумывал. Он имел свое мнение и не боялся его высказывать. В наше время, когда нас окружает море информации, это особенно ценное качество. Сколько из нас могут похвастаться тем, что имеют собственное мнение, а не просто повторяют то, что прочитали в соцсетях? Чему мы можем научиться? Во-первых, важности постоянного самообразования. Во-вторых, умению формировать собственное мнение. И в-третьих, способности наслаждаться искусством и литературой, а не просто ставить галочку «прочитано» или «просмотрено». Этому делу присвоена высокая приоритетность. И, наконец, поговорим об отношениях нашего героя с противоположным полом. О, это отдельная история. Тут наш персонаж проявил себя весьма противоречиво. С одной стороны, он умел очаровывать. Еще бы. Красивый, умный, богатый. Мечта любой девушки. С другой стороны, он не умел или не хотел поддерживать глубокие отношения.
Его история любви – это настоящий мастер-класс по тому, как не надо строить отношения. Сначала он отвергает искреннюю любовь юной девушки потому что ему скучно, и он не готов к семейной жизни. А потом влюбляется в замужнюю женщину, которая его отвергает. Ирония судьбы, не правда ли? Чему нас это учит? Во-первых, важности понимать свои чувства и чувства других. Во-вторых, необходимо быть честным с собой и с другими. И в-третьих, умению ценить настоящие чувства, когда они появляются в нашей жизни. Ведь никогда не знаешь, когда судьба предоставит второй шанс. Это еще одна ваша серьезная оплошность. А его дружба? О, это отдельная песня. Урок здесь прост. Настоящая дружба может выдержать любые испытания. Даже дуэль. Хотя, конечно, мы не рекомендуем проверять это на практике. Все-таки дуэли в наше время не в моде. Да и уголовный кодекс никто не отменял. Хорошо. Откроем карты. Итак, мы познакомились с жизнью человека, которого многие считают просто красивой картинкой, бесполезным прожигателем жизни. Но мы увидели, что даже в самой, казалось бы, пустой жизни можно найти уроки и смысл. Этот литературный персонаж – отражение своего мнения, но удивительным образом он похож и на нас сегодняшних. Его ошибки и достижения актуальны и сейчас. А теперь внимание! Пришло время раскрыть имя нашего героя. Кто же этот загадочный щеголь? Этот мастер производить впечатление? Это звезда XIX века. Барабанная дробь? Конечно же, это Евгений Онегин. Удивлены? Или вы догадались с самого начала? В любом случае, надеюсь, это путешествие в мир классической литературы было для вас интересным и познавательным. Не забудьте поделиться своими мыслями в комментариях и подпишитесь на канал, если хотите больше таких необычных взглядов на классику. Кто знает, может быть, в следующий раз мы найдем бизнес-советы у Чацкого или уроки тайм-менеджмента у Обломова. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. Спасибо, что досмотрели до конца. Будьте здоровы и до новых встреч на канале Хлам Знаний.